Смерть – это единственный абсолютный закон, который объединяет почти все живое на нашей планете. От крошечной бактерии до гигантского синего кита. Каждое существо рождается с невидимым таймером. Мы привыкли думать, что старение и увядание – это неизбежный биологический процесс. Но что, если я скажу вам, что у природы есть свои невероятные исключения? Что в самых темных уголках Мирового океана, в раскаленных песках и даже в обычных лесных прудах скрываются организмы, для которых эти правила просто не работают. Они не пошли против природы. Наоборот, они стали вершиной ее гениального замысла. Забудьте привычные границы жизни. Сегодня мы отправимся в самое долгое и захватывающее путешествие в поисках биологического бессмертия. Вы увидите животных, которые обращают время вспять, созданий, переживших 5 массовых вымираний, и существ, которые способны заново отрастить себе мозг и вспомнить свое прошлое. Мы покажем вам тех, кто нашел идеальный код выживания. Тех, для кого радиация – абсолютный ноль, и смертельные раны – это лишь мелкие неудобства. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем масштабное расследование и погружаемся в мир удивительных созданий, которые бросили вызов самой смерти. Глава 1. Нулевая скорость. Жизнь длиною в 500 лет. Если вы хотите найти существ, победивших время, вам придется отправиться туда, где само время словно замерзает. В ледяные и непроглядно темные воды Северного Ледовитого океана. В этих суровых условиях, где температура воды едва превышает нулевую отметку, жизнь течет на совершенно иных скоростях. Представьте себе создание, которое открыло глаза в холодной пучине еще до того, как Христофор Колумб открыл Америку. Существо, которое спокойно плавало в океане, пока на суше строились и рушились целые империи, начинались и заканчивались мировые войны. Знакомьтесь, это гренландская полярная акула. Абсолютный рекордсмен среди всех позвоночных животных на планете. Долгое время наука понятия не имела, сколько живут эти массивные, неповоротливые хищники, достигающие 6 метров в длину. У них нет твердых костей, по которым биологи обычно определяют возраст рыб. Разгадка пришла совсем недавно, когда ученые догадались изучить хрусталики глаз этих акул с помощью радиоуглеродного анализа. Результаты заставили научный мир содрогнуться. Выяснилось, что средняя гренландская акула живет около 400 лет, а возраст самой старой пойманной особи оценивается в невероятные 512 лет. Весь секрет этой акулы кроется в экстремальном энергосбережении. Она передвигается со скоростью всего около 1 км в час, экономя каждую калорию. Ее метаболизм настолько медленный, что сердце делает всего 1 удар в несколько секунд. Взросление этой акулы растягивается на века. Гренландская акула достигает половой зрелости и готовится дать потомство только тогда, когда ей исполняется 150 лет. Для нас это звучит как вечность, но для нее это лишь окончание детства. Она не стареет в привычном нам понимании. В холодной воде ее клетки делятся так медленно, что генетические ошибки, ведущие к старению и раку, просто не успевают накапливаться. Однако гренландская акула не единственный долгожитель северных морей. Если мы опустимся на самое дно и посмотрим на песчаный грунт, то найдем существо, которое делает акулу похожей на подростка. На первый взгляд, это обычный двустворчатый моллюск, который называется океанический куахок. Он размером с человеческую ладонь и внешне ничем не примечателен. Но в 2006 году исследователи подняли со дна у берегов Исландии одного такого моллюска, чтобы изучить кольца на его раковине. Точно так же, как лесорубы считают кольца на срубе дерева, ученые могут подсчитать возраст куахога. Этого моллюска назвали Мин в честь китайской императорской династии Мин, во времена которой он появился на свет. Когда биологи закончили подсчет колец, они не поверили своим глазам.
Возраст этого крошечного существа составил ровно 507 лет. Оно пережило полтысячелетия, лежа на дне океана, фильтруя ледяную воду и наблюдая, как меняются эпохи. К сожалению, чтобы узнать этот возраст, ученым пришлось вскрыть раковину, что привело к гибели Мина. По иронии судьбы, самое старое известное науке одиночное животное было убито теми, кто пытался разгадать секрет его долголетия. Гренландская акула и океанический куахок доказывают одну простую истину: холод и медлительность – это отличный способ обмануть время. Но что, если животному не нужно замедлять свой метаболизм? Что, если оно научилось, в прямом смысле слова, перематывать свою жизнь назад, как кинопленку? Нам пора оставить холодные воды Арктики и переместиться в теплые тропические моря, где обитает настоящий святой грааль биологии. Глава 2. Взлом генетики. Механизм обратного старения. Мы привыкли считать, что время движется только в одном направлении – от рождения к юности, затем к старости и, в конце концов, к смерти. Это непреложный закон Вселенной. Но в теплых водах Мирового океана дрейфует крошечное создание размером не больше ногтя на мизинце, которое нашло способ разорвать этот замкнутый круг. Ее научное название – Тератопсис дорнии, но весь мир знает ее как бессмертную медузу. Если вы посмотрите на нее через стекло аквариума, вы не увидите ничего особенного. Это крошечный прозрачный колокол с тонкими щупальцами. Но то, что происходит внутри ее клеток, бросает вызов всему, что мы знаем о биологии. Большинство медуз умирают после того, как дают потомство. Но когда бессмертная медуза получает серьезное ранение, начинает голодать или просто чувствует приближение старости, она делает нечто невероятное. Вместо того, чтобы умереть, она опускается на морское дно и начинает поглощать собственные щупальца. Ее тело сжимается, превращаясь в плотный бесформенный комок клеток. А дальше происходит настоящая магия. Взрослые специализированные клетки ее тела чудесным образом изменяют свою программу. Мышечные клетки могут стать нервными, а нервные могут превратиться в клетки пищеварения. Этот процесс ученые называют трансдифференциацией. Медуза буквально перестраивает саму себя с нуля, превращаясь обратно в полип, то есть в свою младенческую стадию. Это все равно, что бабочка, которая вместо смерти снова стала бы гусеницей, чтобы прожить жизнь заново. Этот цикл возврата в детство может повторяться бесконечно. Биологически эта медуза абсолютно бессмертна. Если ее не съест хищник и не убьет болезнь, она будет жить вечно, раз за разом перематывая свои биологические часы. Бессмертная медуза избегает смерти, обнуляя свой возраст. Но в океане есть организмы, которые выбрали другой путь. Они просто решили вообще не стареть. Перенесемся на холодные скалистые берега. Здесь обитают обычные омары или лобстеры, которые скрывают в своем панцире еще один секрет вечной молодости. Для человека старость означает постепенное увядание, потерю сил и болезненность. Но лобстеры не знают, что такое возрастная слабость. Чем старше становится лобстер, тем он крупнее, тем он сильнее и тем больше потомства может произвести. Их секрет кроется в уникальном ферменте, который называется теломераза. При каждом делении клеток у обычных животных края хромосом изнашиваются и укорачиваются, что со временем и приводит к старению. Но организм лобстера производит теломеразу в огромных количествах, бесконечно восстанавливая концы своей ДНК. Их клетки остаются вечно молодыми. Вы спросите, почему же тогда океан не переполнен гигантскими бессмертными лобстерами? Ответ кроется в их броне. Лобстеры растут всю свою жизнь, а их жесткий панцирь нет. Чтобы расти дальше, им приходится сбрасывать старую броню и отращивать новую. С каждым годом лобстер становится все больше, и процесс линьки требует от него колоссальных затрат энергии. В какой-то момент животное вырастает до таких гигантских размеров, что у него просто не остается сил на очередной сброс панциря. Оно погибает от истощения или инфекций, запертое в своей собственной тесной броне. Если бы не этот физический барьер, они могли бы жить и расти вечно, достигая поистине пугающих размеров. Глава 3. Воскрешение плоти.
память вне мозга. Гренландские акулы, бессмертные медузы и вечно молодые лобстеры – это мастера работы со своими клетками. Они научились обманывать время. Но что, если существо столкнется с грубым физическим уничтожением? Что, если его буквально разорвут на части? Для любого нормального животного это верная гибель. Но в природе есть создания, для которых отрубленная голова – это не конец жизни, а всего лишь повод вырастить себе новую и вместе с ней вернуть все свои стертые воспоминания. В пресных водоемах по всему миру обитает создание, внешность которого абсолютно непримечательна. Это плоский червь, который называется планария. Его длина составляет всего пару сантиметров, но его способности вызывают у биологов настоящий шок. Если вы разрежете планарию пополам, вы не убьете ее, вы создадите 2 новых планарий. Ученые пошли в своих экспериментах гораздо дальше и разрезали одного такого червя на 279 крошечных фрагментов. И из каждого кусочка, включая те, где не было никаких жизненно важных органов, за пару недель вырос абсолютно новый, полноценный червь. Секрет этого бессмертия кроется в стволовых клетках, которые составляют 5-ю часть тела планарии. Эти клетки могут превратиться в любую ткань, будь то кожа, мышцы или нервы. Но самое безумное кроется не в регенерации плоти. Биологи провели эксперимент, где научили планарию искать пищу на свету, преодолевая ее природный, инстинктивный страх яркого освещения. Затем обученному червю отрезали голову. Спустя пару недель обезглавленное тело полностью отрастило себе новый мозг. И когда этого нового червя поместили в лабиринт, он сразу же уверенно пополз к свету. Он сохранил все воспоминания своего оригинала, хотя его мозг был сформирован с нуля. Оказалось, что память хранится не только в голове, но и в нервной системе по всему телу этого невероятного создания. Вы можете сказать, что плоские черви – это примитивные организмы. Способна ли природа дать такие суперсилы более сложным животным? Чтобы узнать это, мы отправимся в горные озера Мексики, чтобы познакомиться с водяным монстром, который выглядит как вечно улыбающийся дракон. Это аксолотль, удивительная амфибия, которая застряла в детстве и никогда не превращается во взрослую саламандру, проводя всю жизнь под водой. Аксолотль обладает самой экстремальной регенерацией среди всех позвоночных на Земле. Если он потеряет лапу в жестокой схватке с хищником, он не просто затянет рану шрамом. На месте культи начнет расти абсолютно новая, идеальная конечность с костями, мышцами и кровеносными сосудами. И он может делать это сотни раз подряд, без малейшей потери качества. Но его таланты заходят еще дальше. Аксолотль может восстановить раздробленный позвоночник, перерезанный спинной мозг, оторванную часть челюсти и даже разорванную сердечную мышцу. А если он получит серьезную травму головы, то сможет заново отрастить утраченные участки собственного мозга. И все это без единого рубца. Для медицины будущего это улыбающееся существо – настоящий живой ключ к раскрытию тайн человеческого исцеления. Восстановить потерянную голову или отрастить новое сердце – это поистине невероятно. Но уязвимость всех этих созданий заключается в том, что они жестко зависят от своей среды обитания. Стоит Мексиканскому озеру пересохнуть или воде стать токсичной, как все их суперсилы оказываются абсолютно бесполезными. Однако на нашей планете есть существа, которым плевать на среду обитания. Они не просто обманули время или смерть от травм, они научились выживать в условиях абсолютного апокалипсиса. И чтобы встретиться лицом к лицу с этим неубиваемым титаном, нам придется вооружиться микроскопом. Глава 4. Идеальный организм. Жизнь в условиях вакуума. Если на Земле когда-нибудь произойдет глобальный катаклизм, который уничтожит все живое, выживет только один кандидат. Знакомьтесь, это тихоходка, или, как ее еще ласково называют, водяной медведь. Это микроскопическое беспозвоночное, размер которого редко превышает 1 мм.
Внешне оно напоминает неуклюжего восьминогого пришельца в скафандре. Но пусть этот забавный вид не вводит вас в заблуждение. Перед вами самое неубиваемое существо во Вселенной. Тихоходки могут выжить там, где законы биологии просто перестают работать. Ученые проводили над ними самые безжалостные эксперименты. Их варили в кипятке при температуре 150 градусов. Их замораживали почти до абсолютного нуля, когда останавливается движение самих молекул. Их помещали на дно океана, подвергая давлению, которое в 1000 раз превышает атмосферное. И тихоходкам было абсолютно все равно. Но настоящим шоком стало испытание радиацией. Тихоходка способна выдержать дозу облучения, которая тысячекратно превышает смертельную для человека. В 2007 году ученые пошли на крайние меры и отправили этих существ в открытый космос. Их выставили за борт орбитальной станции прямо в космический вакуум под убийственное солнечное излучение. Спустя 10 дней их вернули на Землю, добавили каплю воды, и они просто проснулись и продолжили жить дальше, словно ничего не произошло. Как им это удается? Секрет заключается в уникальном механизме, который называется криптобиоз. Когда условия становятся смертельными, тихоходка втягивает лапы, высушивает свое тело, теряя до 99% жидкости, и превращается в крошечный сморщенный бочонок. Ее метаболизм падает почти до нуля. Она заменяет воду в своих клетках на специальные белки, которые превращают ее внутренности в некое подобие биостекла, не давая клеткам разрушиться. В таком состоянии глубокой гибернации тихоходки могут находиться десятилетиями, дожидаясь лучших времен. В 2019 году израильский лунный зонд, на борту которого находилась капсула с высушенными тихоходками, разбился о поверхность Луны. И многие ученые всерьез полагают, что эти крошечные создания пережили жесткое крушение и прямо сейчас спят в лунной пыли, ожидая, когда кто-нибудь добавит каплю воды, чтобы вернуть их к жизни. Глава 5. Искусственный анабиоз. Как поставить жизнь на паузу. Тихоходки – это микроскопические создания, поэтому их способность впадать в спячку кажется нам чем-то инопланетным. Но могут ли сложные позвоночные животные с сердцем, легкими и кровью провернуть подобный фокус со смертью? Оказывается, природа нашла способ обмануть гибель даже для тех, кто кажется хрупким и уязвимым. Перенесемся в заснеженные леса Северной Америки и Аляски. Зимой температура здесь опускается до минус 20 градусов. Большинство животных прячутся глубоко в норы или мигрируют на юг. Но обычная лесная лягушка не пытается убежать от мороза. Она позволяет зиме убить себя. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Когда наступают первые заморозки, лесная лягушка прячется под опавшей листвой. Как только кристаллы льда касаются ее кожи, в ее организме запускается невероятный химический процесс. Печень лягушки начинает вырабатывать огромное количество глюкозы, которая смешивается с кровью и действует как природный антифриз. Лягушка буквально замерзает заживо. Ее сердце делает последний удар и полностью останавливается. Кровообращение прекращается, а дыхание исчезает. До 60% воды в ее теле превращается в твердый лед. Ее глаза белеют, а само животное становится твердым, как камень. С точки зрения медицины, лесная лягушка абсолютно мертва. В таком состоянии ледяной мумии она может провести всю зиму. Но когда приходит весна и солнце нагревает землю, происходит настоящее чудо воскрешения. Лед внутри лягушки тает. Сердце внезапно делает первый робкий удар. Кровь снова начинает бежать по венам, и животное просто открывает глаза, делает вдох и скачет по своим делам, словно ничего не произошло. Заморозить себя заживо – это невероятный трюк. Но что если враг – это не холод, а испепеляющая жара и полное отсутствие воды? Отправимся в засушливые регионы Африки. Под палящим солнцем русла рек пересыхают, превращаясь в потрескавшуюся бесплодную пустыню. Для любой рыбы это означает неминуемую смерть. Но только не для африканского протоптера. Эта удивительная, двояко дышащая рыба обладает не только жабрами, но и полноценными легкими.
Когда вода в водоеме начинает исчезать, протоптер не паникует. Он зарывается глубоко в грязь и выделяет из своей кожи специальную слизь. Эта слизь застывает, образуя вокруг рыбы плотный водонепроницаемый кокон, оставляя лишь крошечное отверстие для дыхания. Грязь высыхает и превращается в бетон. Протоптер впадает в состояние глубокого анабиоза. Его метаболизм замедляется в 60 раз. Чтобы выжить, он начинает медленно переваривать собственные мышечные ткани. В этой земляной тюрьме запеченный под африканским солнцем протоптер может пролежать без еды и воды до 5 лет. Спустя годы, когда начинается сезон дождей и вода размягчает землю, кокон растворяется. Из грязи появляется живая, здоровая рыба, которая тут же начинает плавать, как будто этих 5 лет сухого ада просто не существовало. Глава 6. Ошибка матрицы. Абсолютный иммунитет. Лесная лягушка и африканский протоптер показывают нам, как можно поставить жизнь на паузу, когда условия становятся невыносимыми. Но как насчет млекопитающих? Могут ли теплокровные животные, чья биология так похожа на нашу, обладать подобными суперсилами? Нам пора спуститься глубоко под землю, чтобы встретить зверя, который вообще не чувствует боли, не болеет раком и смеется над законами старения. Отправимся в жаркие саванны Восточной Африки. Глубоко под землей, в кромешной тьме, скрывается огромный лабиринт тоннелей. И там обитает существо, чей внешний вид может вас оттолкнуть, но чьи способности заставляют генетиков всего мира ломать голову. Знакомьтесь, это голый землекоп. Внешне он напоминает сморщенную розовую сосиску с огромными торчащими зубами. У него почти нет шерсти, он практически слеп и всю свою жизнь проводит под землей, копая бесконечные туннели. Казалось бы, это самое жалкое создание на планете. Но за этой неприглядной внешностью скрывается идеальная биологическая машина, которая полностью переписала правила жизни для млекопитающих. Начнем со старения. Обычные грызуны, вроде мышей или крыс, живут всего пару лет. Их организмы очень быстро изнашиваются. Но голый землекоп способен прожить более 30 лет. И самое поразительное заключается в том, что он не стареет. С возрастом его кости не становятся хрупкими, мышцы не слабеют, а риск смерти не увеличивается. Если бы человек обладал такой же биологией, мы бы легко доживали до 600 лет, оставаясь в теле 20-летнего юноши. Но как землекоп умудряется не умирать от болезней? Ответ шокирует. Это единственное известное науке млекопитающее, которое абсолютно невосприимчиво к раку. Их клетки вырабатывают особую гигантскую молекулу гиалуроновой кислоты. Эта густая субстанция обволакивает клетки подобно плотному гелю. И если какая-то клетка пытается мутировать и бесконтрольно размножаться, этот гель просто останавливает ее рост, подавляя раковую опухоль еще до ее появления. На этом суперспособности землекопа не заканчиваются. Жизнь под землей невероятно сурова, поэтому в процессе эволюции этот зверек отключил у себя способность чувствовать боль. Если вылить на него кислоту или натереть его кожу экстрактом самого жгучего перца в мире, он абсолютно ничего не почувствует. В его нервной системе просто отсутствует специальное вещество, передающее болевые сигналы в мозг. И, наконец, самый безумный трюк. В глубоких тесных подземельях, где живут колонии из сотен землекопов, часто заканчивается кислород. Любое другое животное задохнулось бы за пару минут. Но когда уровень кислорода падает до критической отметки, землекоп просто меняет свой метаболизм и начинает питаться фруктозой, точно так же, как это делают растения. В таком состоянии полусна он может прожить без капли кислорода до 18 минут, без малейшего повреждения мозга. Глава 7. Металлическая плоть и кража генетического кода. Киборги животного мира. Голый землекоп доказывает, что теплокровные тоже могут взломать код старения и неуязвимости. Но все эти животные, от медуз до подземных грызунов, состоят из обычной плоти и крови. А что, если я скажу вам, что в природе существует создание, которое в прямом смысле слова заковало себя в металл?
превратившись в живого киборга. Опустимся на самое дно Индийского океана, на глубине почти 3 километров, где давление воды способно расплющить подводную лодку, находятся гидротермальные источники. Их называют черными курильщиками. Из них под огромным давлением вырывается вода, нагретая до 400 градусов Цельсия и перенасыщенная токсичными металлами. Для 99% жизни на Земле это верная смерть. Но именно здесь обитает железная улитка или Хризомалон сквамиферум. Чтобы выжить в этом кипящем токсичном аду, она сделала то, на что не способно ни одно другое животное. Она научилась поглощать сульфид железа прямо из воды и встраивать его в свой организм. Ее панцирь состоит из 3 слоев, верхний из которых – это настоящее железо, а ее нога покрыта сотнями металлических чешуек, напоминая кольчугу средневекового рыцаря. Эта железная броня не только защищает ее от перепадов температур и давления, но и делает ее абсолютно неуязвимой для глубоководных хищников. Их зубы и клешни просто ломаются о металлическую плоть этой улитки. Создать себе стальную броню – это гениально, но в океане есть существо, которое пошло по пути интеллектуального воровства. Оно решило не строить физическую защиту, а просто украсть чужие суперсилы на генетическом уровне. Познакомьтесь с изумрудной Элизией. Это небольшой морской слизень, который выглядит как зеленый древесный листок. И это сходство не случайно. Элизия питается водорослями, но она их не переваривает полностью. Она извлекает из них хлоропласты, те самые элементы, которые позволяют растениям получать энергию из солнечного света, и встраивает их прямо в свои собственные клетки. Но слизень пошел еще дальше. Ученые выяснили, что Элизия научилась воровать у водорослей даже фрагменты их ДНК, чтобы поддерживать эти хлоропласты в рабочем состоянии внутри своего животного тела. Став наполовину растением, наполовину животным, Элизия может месяцами вообще ничего не есть. Ей достаточно просто расправить свое тело под лучами солнца, и она будет получать энергию прямо из света, точно так же, как это делают деревья. Это единственный известный случай, когда животное взломало код растений, чтобы обеспечить себе бесконечный источник энергии. Глава 8. Высшая форма паразитизма. Контроль над разумом. От металлических улиток до слизней, питающихся солнцем, природа доказывает, что для выживания она готова нарушить любые правила. Но все эти создания выживают благодаря своим собственным или украденным ресурсам. А что если мы посмотрим на организмы, которые выживают исключительно за счет чужого разума? Пришло время поговорить о самых страшных и изощренных мастерах выживания. Перенесемся в душные и влажные джунгли Амазонки. Высоко в кронах деревьев кипит жизнь, но на нижнем ярусе леса разворачивается настоящий фильм ужасов. Знакомьтесь, это кардицепс, паразитический гриб, который возвел выживание в абсолютный кошмар. Когда крошечная спора этого гриба попадает на тело муравья, она пробивает его хитиновый панцирь и проникает внутрь. Кардицепс начинает расти внутри насекомого, постепенно поглощая его внутренние органы. Но самое страшное происходит потом. Гриб выделяет особые химические вещества, которые проникают прямо в мозг муравья, полностью лишая его собственной воли. Насекомое превращается в послушного зомби. Подчинив себе разум жертвы, кардицепс заставляет муравья покинуть свою колонию, взобраться на стебель растения и намертво вцепиться челюстями в лист на идеальной для гриба высоте. После этого муравей окончательно погибает, а из его головы прорастает длинное плодовое тело гриба, чтобы распылить новые миллионы спор на проходящих внизу сородичей. Этот паразит не просто убивает, он использует чужое тело как идеальный инкубатор для своего бессмертия. Управление разумом – это страшное оружие. Но океан скрывает паразита, который пошел еще дальше. Он не просто управляет телом своей жертвы, он буквально становится его частью, заменяя собой целый орган. Это ракообразное, которое носит пугающее название Циматоа экзигуа или языковая мокрица. Этот паразит проникает в жабры рыбы
пока та еще совсем молода, и пробирается к ее рту. Там он намертво впивается своими острыми когтями в основание языка рыбы и начинает медленно высасывать из него кровь. Со временем язык, лишенный кровоснабжения, просто отмирает и отваливается. И вот здесь происходит то, во что сложно поверить. Мокрица прикрепляется к оставшимся мышцам и начинает выполнять функции утраченного языка. Рыба может использовать паразита точно так же, как свой собственный орган, чтобы глотать пищу. А сама мокрица, уютно устроившись во рту рыбы, годами живет в полной безопасности, питаясь частичками ее еды. Это единственный известный науке случай, когда паразит функционально заменяет орган своего хозяина. Финал. Цена вечности и будущее человечества. Мы прошли долгий путь. От ледяных глубин океана, где медленно плавают древние гренландские акулы, до безвоздушного пространства, где безмятежно спят микроскопические тихоходки. Мы увидели существ, которые обращают время вспять, отращивают собственные органы и выживают в самых экстремальных условиях во Вселенной. Человек всегда мечтал о вечной жизни. Мы ищем эликсир молодости и создаем сложные медицинские технологии, чтобы обмануть время. Но природа уже давно решила эту задачу, причем самыми элегантными и порой ужасающими способами. Сможем ли мы когда-нибудь перенять эти невероятные способности? Ученые уже сегодня изучают геном голого землекопа, чтобы навсегда победить рак. Они пристально исследуют регенерацию мексиканского аксолотля, чтобы в будущем научиться восстанавливать человеческие ткани и целые органы. И, возможно, однажды секрет прозрачной бессмертной медузы позволит нам перематывать наши собственные биологические часы, останавливая процесс старения. Но важно помнить одну вещь. У каждого биологического чуда есть своя суровая цена. За вечную молодость гигантские лобстеры платят гибелью в собственной тяжелой броне. Лесные лягушки платят ежегодным превращением в мертвый кусок льда. А тихоходки могут пережить апокалипсис только в состоянии глубокого оцепенения, отказавшись от полноценной жизни. Эволюция не раздает суперсилы просто так. Пока что мы, люди, остаемся хрупкими и смертными созданиями. Но у нас есть наш разум и неутолимая жажда знаний. И именно они позволяют нам шаг за шагом взламывать величайшие тайны природы. Огромное спасибо, что досмотрели этот масштабный документальный фильм до самого конца. Обязательно напишите в комментариях, какое создание из этого ролика поразило или напугало вас больше всего. Ваша активность – это то, что помогает нам делать такие огромные проекты. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Экзомир, чтобы вместе с нами продолжать раскрывать самые невероятные секреты нашей Вселенной.